процессе психологической работы возникает сопротивление. И что это за сила такая, спрашивают меня нередко. Ведь я сам прихожу к психологу. Так откуда взяться этому сопротивлению? И зайду издалека. Если чье-либо мнение отличается от нашего, то в мозг поступают те же химические вещества, что и при опасности. Если очень кратко, часть мозга, так называемый рептильный ум, приводит в действие механизмы, отвечающие за обеспечивание выживания в опасных ситуациях. Даже если это безопасное мнение, какие-то факты, то часть этого мозга воспринимает как угрозу. Можете себе представить, какое сильное сопротивление возникает, когда человек начинает работу над своей личностью? Ам, От коррекции режима дня или отказа от вредных привычек, а уж тем более от зависимостей, до принятия решений самостоятельных, новых, и отказа от шаблонов и выход за пределы стереотипов. Даже желаемые перемены– это изменения. Они могут вызывать опасения. А надо ли? Я вообще-то жил как-то до этого, обойдется как-нибудь. То есть, другими словами, эго не любит изменений. Отсюда и разговоры о зоне комфорта, в которой мне все понятно, хоть и не очень хорошо, плохо даже. Но в работе с психологом сопротивление проявляется таким образом. Пропустил, забыл, устал, это не важно, не хочу в этом копаться. Ну, включаются многие отговорки и причины, появляются срочные дела, откладывается время встречи, переносится, прерывается и, в конце концов, несанкционированный выход из терапии. Последняя, но очень сильная вещь, с которой вам предстоит столкнуться при устранении личного дискомфорта, это страх. Это основная и последняя линия защиты вашего эго. Помните? Больше всего на свете эго боится меняться. Изменение– это самый большой страх эго. Дело в том, что когда эго меняется, меняется наше сознание, и, конечно же, сама личность. В процессе этого обновления выстраиваются новые нейронные связи, старые устройства личности или ветхий человек, условно говоря, умирает. Эго очень боится смерти. Хотя на самом деле это освобождение энергии, которая будет участвовать в создании преображенной личности, что приводит к усилению истинного «я». И вот когда эго видит, что вас уже не остановить обычными методами избегания, да, откладывания, оно включает страхи. Поэтому работа с сопротивлением– это работа прежде всего со страхами, с сомнениями и со вторичными выводами, которые не позволяют переменам состояться. Самые сильные сопротивления обычно случаются у людей невротичных с повышенным уровнем тревожности, у негативистов и у людей не склонных или слабо склонных к сотрудничеству или с людьми, у которых есть социальные расстройства. Поэтому что-то менять в своей жизни труднее всего приходится людям, которые относятся к данной категории. Впрочем, с этим опытный специалист в процессе работы справляется. Главное, чтобы вы сами осознавали, что с вами происходит вполне ожидаемые вещи. Вы в процессе желанных перемен.